Всем привет! Меня зовут Лера и добро пожаловать на мой канал. Я надеюсь, это видео будет для кого-то полезным. Для меня это было бы полезное видео, поэтому и вам оно поможет. Где найти мотивацию? Сейчас многие люди сталкиваются, и я с этим столкнулась. Где же найти мотивацию? Делать ничего не хочется. У некоторых доходит даже до эмоционального выгорания, что нам с вами не нужно допускать ни в коем случае. Поэтому сегодня я расскажу о некоторые лайфхаки или хитрости, где же можно найти мотивацию. Что? Поехали! Найди себе новое хобби. Вообще любое, какое-нибудь новое занятие, то, что ты никогда не делал или давно собирался сделать, но как-то руки не доходили. Это может быть изучение нового языка или, допустим, ты никогда не занимался танцами, попробуй начать танцевать или петь, рисовать, в общем, что угодно, что хотите, тут уже каждому индивидуально. Новое хобби, оно зарядит вас энергией и подарит вам мотивацию двигаться дальше, потому что это вам будет интересно, это будет для вас неизучено, неизведано. Также, возможно, если вы так прям глобально не хотите, это может быть это могут быть какие-нибудь маленькие шаги, ну, допустим, поменяй стиль музыки. Допустим, если ты слушал там тяжелый рок, попробуй послушать поп или там классику, в общем, что угодно. Возможно, ты не любишь читать, попробуй начать читать. В общем, вариантов множество, и тут уже каждый выбирает, что хочет. Второе. Попробуй встать очень рано, допустим, в 5-6 утра, ходить прогуляться, послушать пение птиц, подышать свежим воздухом, окунуться в природную атмосферу. Именно природа, связь с природой поможет вам замотивироваться и двигаться дальше. Третье. Попробуй составить карту желаний. Я думаю, многие уже слышали про такое, когда берется большой ватман, большой лист бумаги или маленький, но обычно берут большой. И на него клеятся разные картинки, там вырезки, может быть, из журналов, или вы их сами распечатываете, или какие-то фотографии. И вы подписываете там, допустим. Это как бы вы составляете ваше идеальное будущее. Ну, к примеру, там учебное заведение мечты, там работа мечты или семья, в общем, все что угодно. Дом, там машина, квартира, куча денег или любовь всей своей жизни. В общем, все, что вам все, что вы хотите, вы как бы переносите на один лист бумаги, и это называется карта желаний. И, возможно, мысли о вот этом будущем вас как-то сподвигнут сейчас двигаться к нему, чтобы получить тот результат желаемый, о котором вы мечтаете. И это, возможно, вас заставит как-то поднять пятую точку и идти дальше с радостью, и подарит вам заряд бодрости, энергии и мотивации. Четвертый совет. Поменяй обстановку. Это может быть как другой город, или, возможно, если ты живешь за год, там другая деревня, или вообще другая страна, если есть такая возможность. Ведь смена обстановки, она всегда плодотворно влияет на нас, и потом, когда ты приезжаешь к себе домой, то хочется все буквально сделать, и мотивация, она сама собой приходит, это реально работает, проверено, так сказать, на себе. Пятый совет. Слушай мотивирующую музыку. Или смотри мотивирующие фильмы, или читай такие же книги, которые тебя сподвигнут к чему-то большему, чем сидение на диване и пролистывание ленты. Я вот, в частности, люблю слушать музыку. И самую свою любимую мотивирующую, классную, заряжающую мотивацию. Также это можно назвать и аффирмациями. То есть аффирмации плюс мотивация, и получается вот в этих песнях я свои любимые оставлю в описании к этому видео, если хотите, заглядывать и пользуйтесь, мне не жалко.
Если вы не меломан, как я, тогда вам подойдет или фильм, или книги, в общем, что-то, чтобы вас продвигало дальше. То есть вы вдохновляетесь чем-то или кем-то и стремитесь дальше идти. 6-й совет. Пообщайся со своими друзьями или с родными. Зарядись общением, ведь общение зачастую становится нашей мотивацией. И, допустим, поговорив с каким-то человеком, вы понимаете, чего вы хотите, и начинайте к этому стремиться, чтобы не допустить ни в коем случае эмоционального выгорания, как было это у меня. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите интересные комментарии. С вами была Лера, всем пока!